Итак, приветствую вас на канале. Смотрим статистику. Сделаем такой небольшой обзорчик для закрытого канала. Сегодня у нас было движение на битке. Также мы видим восстановление эфириума. Биток у нас двинулся в диапазон 102 тысячи долларов. Вернулся на 104. Эфириум пока месяц слабый. Что мы видим? Что мы видим по интересным данным? Смотрим. Так, это у нас биток. Смотрим. Лонги по биткоину продолжают закрываться на 30 минутке. 11 число сильнейшее падение, здесь тоже сильнейшее падение, здесь тоже у нас есть падение. На часе такая вот у нас здесь ситуация. Все время падаем. Падаем, 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 безоткатно падаем. Это немножко настораживает. Но запас хода еще у нас есть. Небольшой, но все равно есть. Движение 9-11%. Здесь у нас будет пиковый момент. 16 февраля все-таки конкретно набирались лонги по биткоину. Также сегодня у нас была встреча с президентом Украины и РФ. И, конечно же, перемирия никакого не состоялось. По всей видимости, мир не готов к альтсезону. Мир не готов к альтсезону. Также у нас было выступление Пауля сегодня, главы ФРС. Он сказал, что ничего он там комментировать не будет. Ничего так все-таки положительного у нас не произошло. И это очень плохо. Будем, конечно же, в дальнейшем наблюдать за ситуацией. Паниковать пока мы не будем. Но напряжение есть. По биткоину практически все лонги у нас уже здесь локальные такие закрыты. Остается еще примерно 50% движения с того, что у нас здесь было. И самое важное то, что у нас биток обратно вернулся в диапазон 104 тысячи долларов. Здесь у нас формируется такое вот на 30 минутке движение. Не очень красивое. Не очень красивое. Две вершины. Две вершины у нас они здесь сформировали. Чуть-чуть похоже на вот это вот движение. Январь, декабрь, да. Ноябрь. Вот, похожая ситуация. Вот такие вот две вершинки и вниз на коррекцию. Это у нас здесь на дневке. Здесь на дневке у нас пока ничего такого похожего нету, но зато есть на часе. На часе у нас здесь похожая ситуация. Тоже такая двойная вершина с впадиной. С таким вот фитилем, как у нас был ноябрь-декабрь. Вот. Только у нас был здесь фитиль, вот здесь вот интересный тоже фитиль. Снос шортистов. Здесь вот тоже есть фитиль, снесли шортистов конкретно. Притом этих шортистов мы видим, как снесли на ликвидациях. На ликвидациях мы видим, этих шортистов просто вынесли. Вот они. Максимальное число шортистов было побрито за весь год. Дальше. Еще один важный момент. В момент роста биткоина, восстановления на 104 тысячи долларов, возврат, мы не увидели никакого падения доминации биткоина. Вот. У нас идет возврат на 104 тысячи долларов. Нету никакого падения доминации биткоина. Доминация биткоина начинает расти вплоть с 14 мая. Ну, это у нас довольно-таки недлительный период времени, буквально двое суток, но доминация биткоина растет.
Дальше, следующий момент, то, что у нас только что были закрыты очень большое количество лонгов по эфириуму. Лонги были закрыты. Эфириум у нас, ну, вернулся в диапазон там $1800, да, вот. Да, 1800, $1600. $1600 мы вернулись. За недельку, вот у нас было 1700 пиковое, а сейчас мы сюда вот вернулись 1600. По всей видимости, с таким закрытием лонгов, мы должны сейчас были бы хотя бы пробить $1800, потому как у нас вот здесь было аналогичное закрытие лонгов. Давайте посмотрим, сколько было закрыто. 50 тысяч битков было прикрыто. Здесь у нас было прикрыто тоже 50 тысяч битков. Но 11 мая эфириум у нас где был? Вот, 11 мая. С 9 по 11 мая эфириум двинулся с 2200 на 2550. 2200, 2550. Аналогичное количество лонгов было вот здесь вот прикрыто, но движение эфира очень маленькое. Очень маленькое. И здесь закрадывается вопрос. Не развязывается ли у нас сценарий ноябрь-декабрь 2024 год? Вот что. Вот это вот интересный момент. Будем наблюдать дальше. Сегодня у нас был неплохой набор лонгов. Мы набирали эти лонги. Вот, буквально мы набирали эти лонги с вчерашнего дня, даже позавчерашнего. Здесь был набор неплохой такой. 1000 битков было набрано. Казалось бы, будут дальше здесь что-то они качать. Но мы видим то, что в мире не очень хорошие события происходят. И может быть такое, что никакого альт-сезона летом у нас не будет. Предполагается, конечно же, что у нас будет движение до августа. У нас и метрика Stock to Flow показывает то, что пик рынка у нас будет в августе месяце. Середина августа. Ну, пускай там 520 дней еще после халвинга битка припадает на 20 числа сентября. Вот что. И тут такая вот чухня получается, что просто-напросто у нас не происходят те события в мире, которые могут дать хороший триггер для роста альты. А это, конечно же, политика ФРС. И самое важное, это мир должен быть какой-то. Потому как воюет большое количество, ну, я не хочу ничего говорить про политику, но 2 огромных альянса воюют на территории Украины. Вот что. Это не очень хорошо. Это не какие-то там израильские войны или там пакистанские там побеги там на лошадях. Вот что. Мы видим то, что у нас не происходит, то, что нам нужно. И здесь могут, конечно же, они здесь сделать похожую ситуацию, как это было у нас в ноябре-декабре 2024 года. А если будет похожая ситуация, то просто-напросто крупный игрок. По поводу данного графика я сбрасывал был статистику в канале, она есть выше. По поводу данного графика, если крупный игрок смотрит то, что у нас на данный момент очень сильно или залонгованный, или зашорченный рынок, он, конечно же, начинает делать сильнейший всплеск активов для того, чтобы был каскад ликвидаций. Как шортистов, так и лонгистов. Сейчас на данный момент у нас перед погружением вниз рынка нужно было бы скинуть шортистов, потому как рынок уже был зашортован сильно. И мы видим, конечно же, вот этим вот движением, что шортистов было выбрито колоссальное количество. Просто колоссальное количество здесь шортистов. За всю историю года мы не видели такое колоссальное количество выбритых шортистов. Вот что. Просто-напросто их нужно выбривать, потому как если погружать рынок вниз, придется манипулятору раздать большое количество шортистам бабла. А зачем ему это делать, если он не готов это делать? Он их выбрил. Дальше.
Само собой, у нас есть большое количество активов на рынке появилось, разлоки грядут огромные, и в дальнейшем куда-то пампить рынок дальше, делать альтсезон с этим вагоном разлоков и вагоном опять появившихся новых активов, я думаю, что нет смысла. Логично было бы просто опустить рынок вниз. Но перед тем, как опустить рынок вниз, нужно, конечно, было бы выбрать шортистов. Мы их выбрали. Сейчас, конечно же, опять начинают рынок лонговать все, потому как вроде бы как намеки то, что мы пойдем вверх. Но тут, конечно же, непонятно, будет ли у нас дальнейший рост и альтсезон без вот этих вот глобальных новостей в мире. Вот что. Мы, конечно, не знаем, что там дальше произойдет, но вот буквально видим то, что уже 15 мая. Нам подвезли, конечно же, и обновление эфириума. Тут уже и стейкинг собирался быть в числах 20 мая, но нету политики такой, как нам нужно. Посмотрим, что будет дальше. И будем очень пристально наблюдать за графиком набора лонгов эфириума относительно биткоина, потому как мы подошли к важному моменту. Мы можем сделать здесь на 4-часовике, если мы это все посмотрим, вот так вот, мы можем сделать здесь вот такую вот загогулину, типа восстановления, и опять же резкое падение. До июня, там, до середины лета 2025 года мы можем резко закрыть эти лонги, как было это все резко закрыто, буквально ноябрь, вернее даже не ноябрь, а уже с начала декабря по 8 декабря. Резкое было закрытие. Это был здесь каскад ликвидации лонгистов. Аналогичную ситуацию могут сделать и здесь. Вот. Будем за этим наблюдать. Если только у нас пиковый порог будет пройден, если вот мы возьмем, прикинем хотя бы с прошлой волны роста 85%, а у нас текущих здесь 85%, давайте-ка мы посмотрим, это у нас будет примерно вот здесь вот. И мы можем поставить вот эту вот линию вот сюда, вот, да, 85, проверяем. Вот, если мы достигнем этой нижней пороговой линии, вот здесь у нас было тоже 85, да, мы здесь 85, но сходили практически на 86. Вот это вот у нас будет линия. Здесь, конечно же, есть еще одна такая, которая уже нужно будет конкретно паниковать, если мы ее будем пробивать. Это примерно у нас здесь получается движение на сколько? На 80, да, на 80 поставим. Здесь нужно будет веять панику. Вот. Если мы подходим к 80%, то вероятность падения на 85-100% уже, думаю, что произойдет. И тут нужно будет примерно уже настраиваться на закрытие позиций. Ну, я, например, выйду полностью. С альты я выйду. У меня там эфириум, у меня там альта, битка нету. Я полностью выйду, скину все это дело. И буду присматриваться к ситуации, как только у нас в следующей волне роста начнут набирать лонги. Где-то будет у нас, по всей видимости, вот такое движение. Может оно будет до июня, до июля, до августа быть. И только потом в августе опять будет набор лонгов. И он может длиться вплоть до октября. И мы с вами действительно сможем увидеть альтсезон примерно ноябрь-декабрь 2025 год, и чуть-чуть затронем там начало 26 года. Чуть-чуть затронем начало 26 года. И здесь может быть вот похожая ситуация, как вот здесь вот я рисовал. То, что мы чуть-чуть вот это все дело затронем, вот так вот опять у нас будут это все дело набирать. И дело в том, что цикл у нас может чуть-чуть растянуться на начало 26 года. Если у нас здесь цикл растянулся на... Вот у нас пик показывал где-то примерно июль 2021 год, то цикл растянулся вплоть аж до ноября 2021 года. Мы здесь видим такую вот волну и растянули цикл. Здесь у нас был пик показывала на октябрь 2017 года, но пик был поставлен конец декабря. То тут у нас примерно пик ставится на
конец августа, то мы сможем с вами увидеть пик, допустим, на даже вплоть до 3 марта 26 года. Все может быть. Все может быть. И в принципе цикличность у нас здесь сохранится. Цикличность сохранится. Так как невооруженным глазом видно то, что здесь у нас циклы удлиняются. Цикличность сохранится, но просто у нас нету в мире таких позитивных, конечно же, раскладов для того, чтобы устроить альт-сезон. Но рынок остается по-прежнему как залонгован, так и зашорчен. Шортистов выбрали. Остается задача разобраться с лонгистами. Будут ли здесь брить лонгистов, мы узнаем, если шлепнемся сюда вот вниз. Если, конечно же, они включат альт-сезон, то здесь у нас начнутся качели в рамках вот этих вот зеленых двух линий. Ну, до красной, может, мы дойдем вот так вот. Вот так вот. Начнутся качели, и потихоньку мы будем прикрывать лонги по эфириуму. Вот так вот. Вплоть до осени там 25 года. Как это было примерно. Вот у нас. Мы откроем здесь полный график на дневке. Как это было у нас вот здесь вот. И для наглядности уберем этот индикатор, чтобы он нам не мешал. Вот. Как это было в 2021 году. Да? Тоже набрали. Но здесь тоже есть момент, когда они сильно откорректировали. Потом вернули обратно. Потом опять откорректировали, вернули обратно. И такими вот качелями. И только потом мы шлепнулись вниз. Вот что. Но здесь тоже есть, конечно же, свои пики, которые нельзя, допустим, пробивать. Но я думаю, что, ну, пускай 80, да. Ну, тут у нас было полное закрытие вот в самом низу. Если мы посмотрим сверха сюда вот вниз, здесь 97% было. 97. Все равно мы даже закрывались, какая-то часть была здесь в лонге стояла. 24 тысячи битков. Но тут пускай, да, такое откачание сюда возвращать, я думаю, что оно не будет. Но все равно здесь вот, допустим, у нас тоже будет напряженка вот здесь вот. Пускай они опустят, допустим, вот так вот покачают, да, там на 300 тысяч битков. Потом вернут вверх, ну, может быть такое, что они будут так качать. Ну, ниже вот этих двух линий красных, я думаю, что они не должны опускать. Ситуация очень нехорошая. Нехорошая тем, что мы буквально, может это, конечно же, я ошибаюсь, но фишка в том, что здесь мы закрыли большое количество лонгов, вот буквально сегодня. Вот это было вот вечером. Вот в 17:00, да, мы закрываем такую кучу лонгов без особого движения эфириума. Ну, это как-то подозрительно. Это немножко подозрительно. Притом здесь закрытие лонгов было такое же самое по количеству. 50 тысяч битков. Как и вот здесь вот. 50 тысяч битков. 50 тысяч битков. А движение эфириума было намного меньше. Если мы вот откроем график эфириума, посмотрим. И притом это все дело у нас произошло, закрытие этих лонгов, как раз в момент выступления Пауля. И само собой, ой, это у нас доллар. Стейбл. Кстати, что у нас там стейбл? Люди начинают с стейблов выходить в альткоины. Ну, в крипту, вернее в крипту. У нас здесь есть медвежий флаг, он у нас отрабатывает. Остановились вот этом вот блоке, который я отмечал. Здесь, по всей видимости, будет какая-то задержка, проторговка. И тоже нужно посмотреть, будет ли у нас здесь возврат. А этот возврат у нас, конечно же, может произойти, ну, в течение нескольких дней. Если у нас будет здесь сюда вот возврат, то, по всей видимости, лонги будут дальше прикрывать по эфириуму. И будут выходить в кэш. Вот что. Ну, стейбл это тоже можно сказать, что кэш. Нам нужно здесь пробитие вниз, чтобы мы ушли. Вот что. И что у нас по эфириуму? Что у нас по эфириуму? Вот, что я имею в виду? 50 битков, да? 50к битков у нас было закрыто 11 мая.
Что у нас происходило 11 мая? Давайте мы откроем 4-часовик, чтобы было так хорошо видно. Вот, что у нас происходило 11 мая. Смотрите. С 8 по 9 у нас было движение. И по 10 мая. Вот. За вот этот вот короткий период времени у нас было движение эфириума на 42%. И логически подумать, что да, есть движение на 42%, значит нужно часть лонга закрыть. Вот у нас было закрытие частично лонга. Но сегодня мы видим такое же самое количество закрытия лонга. Вот оно. Такое же самое количество закрытия лонга, как и было 10 мая, да? Шикарное движение, но мы не видим здесь движения на эфириуме. Где у нас здесь движение на 40% произошло? Вот буквально с 15:00 до 19, да? Смотрим движение, сколько здесь получается. А здесь у нас движение на 5%. В 10 раз меньше движения произошло. Мы здесь, по идее, должны были двинуться хотя бы на, ну, пускай там не на 40%, это эфир 3600, а хотя бы, ну, пускай на 20 даже, да, пускай там на 20, не будем жадничать, на 20. Эфириум должен был бы стоить хотя бы 2900, но мы этого не видим, вот что. Как будет дальше, никто, конечно же, не знает. Они могут, конечно же, лонги вернуть здесь вот, опять набрать, будут прокачивать это все дело, сюда, к примеру, вернуть, вот. Это тоже на это все уйдет у нас несколько дней, там 2-3, может быть, неделя уйдет на это все дело. Сюда, допустим, вернуть. Потом опять будут вниз это все дело опускать. И в этот момент, конечно же, тут у нас эфириум будет терпеть коррекцию. Будет коррекционное движение на эфириуме. Или он будет стоять в боковике. Набираются лонги. Потом опускается все у нас здесь вниз. И, вернее, эфириум дальше у нас начинает двигаться. Диапазон там 2800, 2900. И здесь у нас начинают закрывать потихоньку лонги вниз. Вот так вот мы идем, к примеру. Так. Это было бы нормально. Вот что. Но тоже паниковать не нужно еще особо, потому как мы не знаем истинные цели манипулятора. То у нас здесь, в принципе, пока что, ну, чуть-чуть прикрылось это все дело. Чуть-чуть, чуточка. Вот буквально на дневке. 1 день, 2, 3 постояли, еще 1 день. У нас здесь только закрыто 9% всего вот этого вот восходящего движения. Всего восходящего движения закрыто у нас только 9%. Вот что. Будем смотреть, будем наблюдать. Я, в принципе, что я сделаю? Если у нас будет здесь закрытие, я постараюсь максимально скинуть альткоины. Если что, будет новая точка входа, опять набор лонгов, я просто-напросто перезайду. Потому как удержание позиций, как с марта, так и по декабрь, и вот с декабря по апрель показала на портфеле, что это вообще роли никакой не играет. Просто тает деп твой на глазах. Просто тает деп на глазах. Долгое удержание позиций вообще не играет никакой роли. Просто все, просто укатали и все. Что ты мог бы зафиксировать, к примеру, там 100 тысяч долларов на портфеле. Здесь уже у тебя было бы 30 тысяч долларов. Смысл удерживать эти позиции, я вообще в этом ничего не вижу. В принципе, вот так вот. Паниковать мы не будем, будем наблюдать, посмотрим, как у нас дальше здесь будут развиваться события. Вот такие вот мысли по поводу данного графика. Может, будет кому-то интересно в ваших дальнейших наблюдениях за рынком. Всем спасибо, всем пока, до связи, мирного неба.